Друзья, за годы работы я постоянно общаюсь с крупными инвесторами, с теми, с кем мы взаимодействуем на протяжении больше 5 лет, а то и того больше. В этих разговорах мы обсуждаем не только конкретные объекты и инвестиционные стратегии, но и гораздо более важные темы. Например, где и почему инвесторы теряют деньги. И со временем я пришел к четкому и по-настоящему серьезному выводу. Большинство инвесторов совершает одну и ту же ошибку. Они покупают недвижимость на хайпе. Они заходят в инвестиции тогда, когда объект уже стал массово популярным. Когда вливаются массовые потоки денежных средств на пиар. И в этом заключается главный и стратегический провал инвесторов. Что это означает на практике? Это означает, что инвестор в погоне за хайпом упускает из виду 3 базовых стержня, на которых всегда должен строиться понятный и устойчивый инвестиционный фундамент. Первое – это ликвидность. Второе – риски, которые несет конкретный актив. И третий – реальная доходность, которую инвестор получит на выходе. И только после честного и трезвого анализа этих 3 параметров начинается выстраивание стратегии. Важно понимать, универсальной стратегии не существует. У каждого инвестора она своя. Это точка входа, сроки, в течение которых вы готовы ждать на этапе строительства, либо принципиальное нежелание ждать вообще. Это четкое понимание, с какой целью приобретается актив и какую роль он должен сыграть в будущем. Сохранить капитал, принести реальный доход или дать рост стоимости. И лишь после этого осознанного этапа выбирается локация и конкретный объект недвижимости. А как сегодня действует большинство инвесторов? И почему такой подход почти всегда приводит к серьезным проблемам в будущем? Все происходит предельно просто. Люди выбирают локацию исключительно по уровню ее популярности. И на этом анализ, к сожалению, заканчивается. Приведу пример конкретно с острова Бали. Но таких примеров, чтобы вы понимали, хватает везде. Таиланд, и Дубай, Турция и так далее. Все говорят о районе Сисех, значит это хороший район. Все обсуждают Нуана, значит это автоматически топовая локация. Популярность, красивая визуализация и массовый интерес рынка сами по себе не имеют никакого отношения и к ликвидности объекта, ни к уровню реальных рисков, ни к будущей доходности инвестиций не имеет. В первую очередь инвестор должен отталкиваться от собственных задач. И здесь я снова подчеркну 3 базовых стержня, без которых не существует устойчивой инвестиционной модели. Ликвидность объекта, доходность, которую вы получите на выходе. И, конечно же, риски. Далее следует глубокий анализ рынка, конкурентная среда, текущие и будущие предложения, а также все ключевые факторы, влияющие на стоимость и спрос. И только после этого можно принимать действительно взвешенные и рациональные решения. Важно честно ответить себе на главный вопрос. Соответствует ли будущий актив именно нашим с вами целям? И что принципиально важно нашей инвестиционной стратегии? Безусловно, цифры и аналитика имеют решающее значение. Необходимо оценивать, какой именно объект приобретать. Тип планировок, генеральный план проекта, этажность, уровень конкуренции, плотность застройки, район, опыт застройщика, транспортную доступность, привлекательность локаций и качественную инфраструктуру. Однако на практике все чаще происходит иначе. Большинство инвесторов ограничивается одним критерием – популярность района. И автоматически делает вывод о его инвестиционной привлекательности. И именно этот упрощенный подход чаще всего приводит к ошибочным решениям. В пример возьмем опять остров Бали. После того, как застройщик находит земельный участок, значительная часть продаж на Бали выстраивается через агентские каналы. На этом этапе формируется продукт, который в первую очередь максимально выгоден самому застройщику. Он может быть далеким от идеальной точки зрения инвестора, но при этом отлично продается. Далее выстраиваются рассрочки, формируются площади, продумываются маркетинговые акценты и продающие элементы, создающие ощущение выгодной инвестиции. Одни проекты делают ставку на комьюнити и образ жизни, другие на обещание роста стоимости, третьи на инфраструктуру, первую линию, близость к океану и пляжи. Параллельно увеличиваются агентские комиссии, после чего начинается активная
и масштабная раскрутка самой локации. Именно так формируется массовый интерес и та самая популярность, которую многие инвесторы по ошибке принимают за инвестиционную привлекательность. После пандемии на фоне инвестиционного хайпа 22-24 годов именно в Сесехе сохранилось одни из самых низких цен на землю. Причина была простой. Район не пользовался спросом, земли было много, а интерес со стороны рынка практически отсутствовал. И именно это и привело туда застройщиков. Началась активная застройка, масштабный маркетинг и последовательное формирование популярности. Сначала среди самих застройщиков, затем среди агентств недвижимости и в итоге среди частных инвесторов. При этом за кадром оставались важные моменты. Сложная транспортная доступность, стремительный рост плотной застройки, большое количество апартаментных проектов, выходящих на рынок в сжатые сроки, а также явный дефицит парков, школ и полноценной инфраструктуры. Несмотря на это, популярность района продолжает расти. В конце 2023 года, в 2024, в 2025 годах многие инвесторы заходили на рынок, опираясь на завышенные, по сути, ложные ожидания. Кто-то вошел удачно, не потерял, но большинство, к сожалению, столкнутся с обратным результатом. Потому что правило 80/20 работает не всегда. В инвестициях не бывает так, чтобы заработали все. Аналогичная ситуация сегодня наблюдается и в других локациях. В Убуде, Нуана, Умаласе и ряд схожих районов. Перенасыщение рынка, высокая конкуренция, сложности с ликвидностью и арендой. И, к сожалению, популярность района в большинстве случаев никак не связана с его реальной инвестиционной привлекательностью. Ни с точки зрения аренды, ни с точки зрения перепродажи. Именно поэтому локацию нельзя выбирать по популярности. Ее необходимо выбирать, исходя из конкретной задачи. Вторая серьезная ошибка, которую я регулярно вижу – опора исключительно на текущие арендные ставки. Сегодняшняя аренда никогда не равна будущей аренде. Структура предложения постоянно меняется. И если в одном районе одновременно запускается большое количество апартаментных комплексов и таунхаусов, это практически гарантирует проблемы как с заполняемостью, так и с выходом из инвестиций. Нельзя опираться только на текущую аналитику. Инвестору важно искать потенциал и всегда сопоставлять его с рисками. Инвестиции – это баланс. Попадание в зоны перенасыщенности приносит не доход, а головную боль. Поэтому, друзья, не стоит вестись на маркетинг и временные тренды. Смотрите на свои задачи, цифры и реальную аналитику. Рынок недвижимости большой и неоднообразный. В нем есть как сильные ликвидные проекты с высоким потенциалом роста, так и решения, которые изначально являются неликвидными. И наша с вами задача сделать так, чтобы вы не ошиблись. Именно поэтому для инвесторов я веду Telegram и YouTube каналы. Там я анализирую локацию, разбираю реальные кейсы, оцениваю проекты, показываю потенциал и риски. Я честно говорю, где рынок уже перегрет, а где еще сохраняется возможности для роста. И помогаю принимать решения, основанные на стратегии и цифрах, а не на популярности. Оставайтесь на канале, подписывайтесь и обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ваш опыт и ваше мнение действительно для меня важны. И помните, не все то золото, что блестит. И далеко не все, что активно продается, действительно стоит покупать. Меня зовут Равиль Киреев, вы на канале Балязия. Увидимся в следующем видео. Всем пока.